Всем привет, друзья! С вами сегодня Виктория Марс, и сегодня мы рассмотрим для всех душещипательную тему налогов. Налоги есть федеральный и провинциальный. Это именно тот налог, который сдирается с вашей зарплаты. Именно сдирается, буду говорить, потому что, бешеный просто налог. И буду основываться на фактах, на своей зарплате, чтобы мне не рассказывали люди, что они там платят 15% и больше ничего не платят. Я плачу по моему чеку 30,541% со своей зарплаты. Начнем с федеральных таксов. Федеральные таксы. Вот вы можете видеть, я тут прикрепляю вам картинку. В 2022 году федеральный такс может составлять от 15% до 33%. То есть 15% это будет, если вы зарабатываете до 50 тысяч долларов в год. Например, я зарабатываю по своей зарплате 40 538 долларов в год. Получается, я плачу федерального налога 15%, но по моему чеку, как выяснилось, я федерального именно налога плачу 14,398%. То есть 14 почти с половиной процентов я плачу федерального налога. Теперь вы можете также посмотреть на провинциальный налог, например, в Квебеке. А провинциальный налог в Квебеке в 2022 году составляет, вот если вы зарабатываете до 46 тысяч, это 15 также процентов. То есть федеральный налог суммируется вместе с провинциальным налогом. Нету такого, что вы платите либо то, либо то. Нет, вы должны и то, и другое платить. У меня по моей зарплате получается, что я плачу провинциального квебекского налога, это 16,143%. То есть 16%. Вот, и в целом это все выходит мне в 30,5% в месяц я плачу. То есть зарплата у меня, к примеру, 3378 долларов 24 цента. Я плачу с нее каждый месяц налог, это 1031 доллар 75 центов. Это я плачу именно налога со своей зарплаты. То есть по итогу без налога у меня зарплата составляет в конце месяца 2346 долларов 49 центов. То есть меня налогами оббирают аж на 1000 долларов. Почему так происходит? Во-первых, люди, которые живут одни, у которых нету семьи, ничего нет, они всегда будут платить больше налог, потому что за счет них, собственно, и держится Квебекская провинция, к примеру. Почему, кстати, в провинции Квебек, вот, например, я вам говорю, что у меня 16% налог, потому что как бы за счет этого тут, в принципе, все и держится. То есть даже, чтобы вы понимали, предприниматели, у которых какие-то свои предприятия, они и то платят меньше налог, чем я, обычный человек, который один живет, у которого нет семьи, ничего нет. Для того, чтобы платить вот этот подоходный налог, вы должны иметь канадское гражданство, резидентство или проживать на территории Канады не меньше 183 дней в году. Это для того, чтобы платить эти налоги. Также вы должны получать денежные доходы выше 11 327 долларов в год. Если вы получаете меньше вот этой суммы, меньше 11 327 долларов, то вы вообще как бы не должны платить никакой налог. Что поможет вам снизить как раз налог? То, что я и говорила, это то, что у вас есть семья. Если у вас, к примеру, безработный муж или жена, это также снижает налог. Если вы содержите инвалидов или пенсионеров, также если на медицину в год вы тратите больше 3% своей зарплаты, также если вы арендуете недвижимость или платите налоговые платежи за нее, у вас также налог зарплаты будет меньше. Каждый год вы должны будете подавать декларацию не позднее 30 апреля. Это
за все доходы, все расходы, которые вы совершали в течение года. По поводу провинциального налога, сейчас я вот вам также покажу провинциальный налог в разных провинциях. Вот, мы можем видеть, что провинциальный налог в Онтарио это 5, к примеру, процентов на первые 45 тысяч долларов. На следующий это 9-15%. Если вы там зарабатываете больше 45 тысяч долларов в год. В Манитобе это 10,8% на первые 33 тысячи долларов и так далее. И в Британской Колумбии это 5 тоже процентов, как и в Торонто, на первые 42 тысячи долларов, заработанные в год. Также еще снизить можно налог. Вы можете вложиться в такую систему, как Registered Saving Plan. Деньги, которые вы туда вложите, не будут облагаться налогом. Вы сможете уменьшить свой налог за год. Если вы получаете, допустим, был пример, я читала про 100 тысяч долларов, но, допустим, приведу вам другой пример. Приведу вам пример 53 тысячи долларов, допустим, и вы откладываете с этих денег туда 10 тысяч долларов, то будете платить, например, налог не 45%, а 30%. И получается, тогда это, в принципе, очень выгодно. Чем у вас больше становится зарплата, тем, как вы понимаете, вы больше должны платить налог. А это уже никому, как бы, в принципе, тогда не интересно. Также по поводу, вот мне мужчина один писал в комментариях, то, что он живет в Квебеке с 95-го года и платит только 15%. Как еще такое могло, в принципе, случиться? Это только либо он получает welfare, это финансовая помощь, либо он уже на пенсии ты вообще, в принципе, никакой налог не платишь, либо также есть такая тема, что при наличии соглашения об избежании двойного налогообложения налоговая ставка может снижаться до 15, 10 или даже 5%. Так как налоговые резиденты России, что скорее всего, кем он скорее всего, я думаю, является, и не резиденты Канады, платят налог на дивиденды канадских компаний не более 15%. То есть таким образом он, в принципе, может платить вот эти вот 15% и жить себе спокойно. Но у меня так не получится, потому что, во-первых, я буду резидентом Канады, буду проживать здесь просто постоянно, и я работаю как бы не на Украину, не на какие-то другие страны, а я работаю именно конкретно в Канаде, именно на конкретного работодателя, и поэтому вот у меня выходит, что мне надо платить и федеральный налог, и провинциальный. Хотела сказать по поводу налогов на товары, которые вы хотите купить, так как в стоимость товаров не включен налог. Вы можете это просчитать на калькуляторе специальном, если не хотите заморачиваться. И там также показывается, в какой провинции какой налог, но также я вам вот тут прикреплю картинку, какой где налог, и вы можете, и прикреплю также вам все ссылки на все калькуляторы, где вы можете спокойно все посчитать, весь налог на любую одежду в любой провинции, где вы находитесь. Вот этот калькулятор как раз находится на официальном сайте Канады, так что я вам все ссылки оставлю в описании. Еще также оставлю вам ссылку на сайте на нерезидентский таксовый калькулятор, то есть налоги для нерезидентов. Вот, и также оставлю вам ссылку на Registered Retirement Saving Plan, как раз в которую вы можете вкладывать свои деньги, не платя налог, и потом их получить. Ну что ж, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на мой канал, поставьте мне палец вверх, и до новых встреч!